Экстренная ситуация. Гибель всей военной верхушки. Армия лишилась начальника Генштаба и начальника сухопутных войск. Детали авиакатастрофы сразу после переговоров в Турции. Зеленский сдает позиции. Украина отводит войска. Уступка Путину или необходимость? Официальное заявление Киева. Военные покидают позиции. В Европарламенте призвали признать поражение НАТО и Украины. Кто стоит за резонансным заявлением? Государство трещит по швам. Регион запустил процедуру выхода из состава страны. Власти дали добро. Вопрос о референдуме решен. В Германии бьют тревогу из-за голодных детей. В продуктовых банках страны очереди. Что не так? Финляндия обвинила Россию в нападении. Страну терроризируют волки. Официальный ответ Москвы. В активном поиске российский миллиардер раздает свой биоматериал женщинам до 37 лет и готов оплатить эко, чтобы те забеременели. В подарок часть наследства. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Такого еще не было, заявляет Украина. СБУ раскрывает цепочку удара. Сначала самолет, потом подлодка. Украинские спецслужбы уверяют в том, что пробрались туда, где силы ВС РФ не ждали. Служба безопасности Украины публикует видео, как утверждается, удара по одному из ключевых звеньев российской обороны – морскому самолету-разведчику Ил-38Н на авиабазе Ейск. Именно он, по данным СБУ, мешал работе украинских морских дронов и был единственным в акватории Черного моря, способным обнаружить подводный дрон на маршруте к цели. После его выведения из строя путь был открыт, заявляет Киев, после чего была атакована и подлодка «Варшавянка» в Новороссийске. Стоимость самолета оценивается примерно в $24 миллиона. В Черном море россияне имели лишь одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон «Супси Бэби» во время его движения к цели. Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации – подрыв субмарины класса «Варшавянка». Напомню, Россия заявляет о провале спецоперации СБУ по уничтожению «Варшавянки». Москва признала факт атаки, но заявила, что морской подводный дрон Украины не поразил подлодку и промазал. Минобороны опубликовала видео, как утверждалось, снятое после спецоперации СБУ. На кадрах была целая подводная лодка. На фронт из-за Пригожина. В России придумали, как наказать россиянина Вячеслава Шведова, который летом прошлого года в Санкт-Петербурге наклеил на памятник покойного основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина плакат с надписью «Петух». Суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Шведова, обвиняемого в осквернении могилы, сообщила пресс-служба судов Петербурга. Шведов якобы добровольно подписал контракт на год с Минобороны и отправился на войну с Украиной, также говорится в сообщении. Финляндия готовится к войне с Россией и обвиняет Москву в массовой гибели финских оленей. Журналисты CNN показали кадры учений пограничников Финляндии, которые проходят недалеко от границы с РФ. Погранвойска отрабатывают патрулирование лесистой местности и действия в случае вооруженной угрозы. Тем временем оленеводы Лапландии, которая граничит с Россией, собирают то, что осталось от оленей, и уверяют, что животные массово гибнут из-за российско-украинской войны. CNN пообщались с фермерами и выяснили, в этом году волки, которые пробираются из России в Финляндию, загрызли почти 2000 северных оленей. Это почти на 70% больше, чем годом ранее. По словам финских оленеводов, популяция волков увеличилась после начала войны в Украине. В России сейчас стали реже охотиться на волков из-за массового набора и частичной мобилизации трудоспособных мужчин, включая охотников, для участия в войне против Украины. Это, по их мнению, могло привести к резкому росту численности хищников – медведей, росомах, рысей и волков, все из которых активно охотятся на северных оленей. На публикацию отреагировали в МИД РФ Мария Захарова, высмеяв репортаж CNN. Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей. Логика понятная. Тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить: виноваты русские, пусть даже волки. Санкции мимо кассы. Российская рыбка все еще на столах Европы. ЕС подсел на улов Москвы и держится на крючке. Несмотря на войну и ограничения, ЕС продолжает закупать российскую рыбу на сотни миллионов евро. И она может оказаться на рождественском столе европейцев, даже если на упаковке нет ни флага, ни слова «Россия». В 2024 году объем импорта составил 709 миллионов евро. Основные покупатели – Нидерланды, Германия, Франция и Польша. Об этом пишет Евроэктив.
Под санкции попала икра, но треска и минтай остались. Часть поставок долго заходила даже без пошлин. Лишь с 2024 года льготы отменили, но поток не остановился. Страны Балтии, Финляндия и Швеция требуют ужесточения мер. Издание пишет, есть и обходной путь. Российскую рыбу перерабатывают в Норвегии, и она возвращается в ЕС уже как норвежская. Эксперты называют это лазейкой, позволяющей отмывать происхождение улова. При этом в Португалии, Польше и Нидерландах бьют тревогу. Резкие меры ударят по их экономике и традиционной кухне. Авторы материала подчеркивают, итог простой и неудобный. ЕС публично дистанцируется от Москвы, но по-прежнему зависит от ее улова. Войска РФ подошли вплотную. Украинские войска в Мирнограде оказались в оперативном окружении. Об этом прямо заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он уверяет, речь не о классическом котле, где все простреливается насквозь. Подразделения еще могут маневрировать внутри города, перегруппировываться, перемещаться между позициями, но ключевое, город закрыт снаружи. Подвоз боеприпасов, провизии и подкреплений практически невозможен. По словам Костенко, российская армия контролирует небо и логистические маршруты. Окончательную оценку, подчеркивает он, должен дать Генштаб. И поэтому его, скажем так, на карте визуального окружения нет. Назовем это оперативным окружением, где противник с помощью своих средств держит этот город в оперативном окружении, не позволяя туда попадать логистике. Там тоже в целом сложная ситуация. Эту агломерацию можно полностью рассматривать как агломерацию с особо тяжелым состоянием. Там стоят бригады, там много бригад. В то же время Киев заявил об отступлении. Срочное заявление Генштаба. Войска РФ из-за количественного преимущества наступают. ВСУ теряют позиции. Но Украина говорит, в этом есть смысл – сохранение жизней солдат. Такое официальное сообщение размещено на официальных страницах Генштаба о выводе войск из Северска. Все происходит на фоне переговоров, где Зеленскому намекают на сдачу позиций и требуют территориальных уступок. С целью сохранения жизни наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника. Каждый метр города дался врагу дорогой ценой. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Украина может пойти на территориальные уступки Москве. Такое заявление прозвучало в Германии, но также прозвучало «но». В немецком МИДе рассказали, при каких условиях Киев может пойти на потерю территорий. По мнению Вадефуля, Украина может пойти на уступки в рамках мирного соглашения, в частности, возможно, и территориальные, только если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности от западных стран, США и Европы. Что это будут за гарантии? Мы обсудим подробнее, когда будем иметь прекращение огня и когда увидим, что Россия действительно готова серьезно думать о мире, добавил глава МИД Германии. ЕС трещит по швам из-за войны в Украине, а Россия может стать третьей после США и Китая глобальной сверхдержавой. Такое мнение высказал депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Berliner Zeitung. Шуленбург, представитель левопопулистской немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт», лидера которой, то есть саму Сару Вагенкнехт, называют подругой Путина из-за ее симпатии к России. Европейские элиты пытаются игнорировать реальности, созданные войной, утверждает евродепутат. По его словам, ЕС страдает от геополитической изоляции, экономического и социального упадка. Также он раскритиковал кредит, одобренный для Киева на саммите ЕС. Теперь за это будут платить граждане Европы, и 90 миллиардов евро – лишь начало, заявил Шуленбург. И добавил, лидеры Евросоюза надеялись, что война в Украине приведет к сплочению европейцев и тем самым осуществит их мечту о мощном объединенном Европейском Союзе, который смог бы на равных выступать третьей глобальной силой наряду с США и Китаем. В этот глобальный союз, предполагает немецкий политик, должны были войти Украина, Гренландия и даже Беларусь. Но планы ЕС провалились, говорит Шуленбург. Он считает, что Украина и НАТО потерпели поражение. Я думаю, европейцам необходимо начать меняться. Им нужно принять реальность, а она заключается в том, что Украина, а вместе с ней и НАТО, проиграли эту войну. Поэтому мы должны прекратить преследовать нереалистичные мечты и, наконец, начать серьезные переговоры с Россией. Вывода российских войск из Восточной Украины не будет, вступления Украины в НАТО не будет, как не будет и гарантий безопасности по статье 5. Напомню, весной этого года Шуленбург попал в скандал, и о нем писала западная пресса. Он вместе с еще одним депутатом от немецкой партии Сары Вагенкнехт были замечены в Москве. Их поездку оплачивала Россия, а пригласил их Русский фонд мира.
Государство трещит по швам. Регион запустил процедуру выхода из состава страны. Власти дали добро. Решение, которое еще недавно считалось немыслимым, стало официальным. Один из ключевых регионов страны получил разрешение вынести на референдум вопрос о полном выходе из состава государства и создании собственного, независимого субъекта. Формулировка, которая будет поставлена жителям, предельно жесткая. Только да или нет. Оставаться частью страны или прекратить подчинение центру навсегда. Сбор подписей уже готовится запустить. Счет идет на сотни тысяч потенциальных сторонников, а инициаторы уверены, поддержка есть и она массовая. Регион заявляет, что устал от решений столицы, ограничений по добыче нефти, давления и отсутствия реальных политических перспектив. Неоднозначная ситуация в Канаде и речь о провинции Альберта, которая решается на самостоятельный путь. Армия осталась без начальника генштаба. Самолет с генералом разбился. Экстренная ситуация в небе после важных переговоров. В небе над Турцией произошла катастрофа. 23 декабря бизнес-джет Falcon 50 с генералом и еще несколькими представителями военного командования потерпел крушение. Погиб начальник генштаба ливийской армии Мохаммед Али Ахмед Аль-Хадад. Самолет вылетел из Анкары в сторону Триполи, но через 40 минут экипаж запросил экстренное возвращение. Связь оборвалась в районе Хаймана. Вскоре последовало падение и взрыв. Генерал находился в Анкаре на переговорах с министром обороны Турции Яшар Гюлер. После инцидента воздушное пространство над Анкарой временно закрыли, рейсы перенаправляли. Самолет эксплуатировался 37 лет. В сети появились кадры взрыва и обломков на месте падения. В Ливии уже признали потерю и рассказали, что в результате авиакатастрофы погибли начальник генштаба, начальник сухопутных войск, глава управления военного производства, военный советник и военный репортер. Эта тяжелая утрата является большой потерей для Родины, для военного учреждения и для всех сыновей народа. Поскольку мы потеряли людей, которые служили своей стране с искренностью и самоотдачей и были примером дисциплины, ответственности и национальной преданности. В Германии бьет тревогу из-за голодных детей. Почти каждый третий клиент продуктовых банков Германии – это ребенок. По данным организации Tafel Deutschland, которая бесплатно или за символические деньги раздает продукты нуждающимся, в пункты выдачи еды регулярно приходят 1,5 миллиона жителей Германии. Из них примерно 20% люди старше 63 лет и почти треть – дети. По сравнению с прошлым годом детей стало больше, говорят волонтеры Tafel Deutschland. Отмечу, всего в стране 975 таких продовольственных центров. Причина негативной тенденции банальная. Объясняют в организации, из-за высокой аренды жилья в Германии и подорожания продуктов многие семьи остаются на мели и вынуждены просить еду. В немецком Фудбанке также рассказали, что около трети пунктов выдачи бесплатных продуктов питания по-прежнему имеют списки ожидания или даже приостановили прием новых клиентов, поскольку продуктов и волонтерских сил на всех не хватает. Благотворительная организация надеется, что в 2026 году политика вновь сосредоточится на людях и взаимной солидарности, заявил ее глава. Нам необходимы ориентированные на решение меры социальной политики, которые действительно стремятся к общественной справедливости. К ним относятся зарплаты, пенсии и социальные выплаты, защищающие от бедности, а также меры против высоких расходов на аренду жилья. Что касается спасения продуктов, мы наконец надеемся на закон, который сделает пожертвование еды дешевле, чем ее выбрасывание. США засмотрелись на восток. Трамп позвал президентов Казахстана и Узбекистана Токаева и Мирзиёева на саммит G20, который пройдет в следующем году в Майами. Об этом он написал в своей соцсети True Social. Приглашения прозвучали по телефону. Трамп отметил, что это были два замечательных телефонных разговора, отдельно с Токаевым и отдельно с Мирзиёевым. Мы обсудили важность установления мира в продолжающихся конфликтах, а также расширения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляющие, написал американский президент. Немного позже о переговорах с Трампом отчитались в администрации Токаева, уточнив, что телефонный разговор с Белым домом был продолжительным. Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле. В пресс-службе Мирзиёева сообщили, что в ходе беседы президентов Узбекистана и США были подробно рассмотрены ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшие перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства. При этом и Мирзиёев, и Токаев пригласили Трампа в гости в свои страны.
И напоследок о громком предложении. Ребенок от миллиардера и часть наследства в подарок. Долларовый миллиардер, основатель Телеграма Павел Дуров из России бесплатно раздает свой замороженный и репродуктивный материал и готов оплатить женщинам, желающим родить от него ребенка, процедуру ЭКО. Необычная акция от Дурова началась еще летом прошлого года, пишет Wall Street Journal. На сайте одной из московских клиник репродуктивной медицины появилась услуга оплодотворения от Дурова. Требований к участницам всего 3. Женщины должны быть не старше 37 лет, здоровые и незамужние, чтобы избежать юридических осложнений. Прошлым летом Дуров сделал предложение еще более привлекательным, говорится в материале. Он заявил, что все его биологические дети получат равные доли наследства. Напомню, сейчас состояние Дурова оценивается в 17 миллиардов долларов. Эта попытка пополняет биологическую родословную, которая, по словам Дурова, ему сейчас 41 год, и он живет в Дубае, насчитывает не менее 100 детей как минимум в 12 странах, не считая 6 других детей, зачатых им от 3 разных матерей. В своем телеграм в июле 2024 года предприниматель, родившийся в России, сообщил, что начал сдавать сперму примерно в 2010 году. Сначала он помогал другу, который пытался завести ребенка, а затем стал делать это анонимно, чтобы восполнить дефицит качественного донорского материала. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.